Представители знака зодиака Дева, Девы мои дорогие, здравствуйте! Таро расклад, 2025 год, год змеи. Давайте узнаем, какие энергии видят карты Таро для вашего знака зодиака на этот год. И год змеи некоторым можно считать продолжением года дракона, 2024 год. Вот эти два тотема очень хорошо взаимодействуют друг с другом, что нам говорит как возможность продолжить какие-то начатые дела или то, что у нас не получилось осуществить за 2024 год. Все же дракон здесь больше силы импульса или какого-то самого по себе желания изменить свою жизнь, изменить себя. Змея более продуманная, змея анализирует. Это символ мудрости, поэтому более мудро, с каким-то более спокойным подходом к тому, что вы желаете для себя создать или реализовать в реальности в нашей, вы можете подойти в 2025 году и на самом деле осуществить задуманное. Вот эти 2 года, они могут для многих из вас оказаться очень знаковыми, когда вы меняете где-то себя изнутри, когда к вам приходит понимание, что может быть, какие-то мои взгляды в предыдущий период, они походили на логическую структуру. И здесь за 2024 год вы приходите опять же к выводу, что вот эта структура пробуксовывает. Или какой-то ваш сложенный порядок, как вот вы представляете, он тоже не совсем в той последовательности идет, как вы к этому или привыкли, или вам бы хотелось видеть. Есть какие-то обстоятельства. Мог быть 2024 год, хотя я делаю это видео, у нас конец июля, но, может быть, уже на этот период многие из вас думают, что нет, на самом деле нужно что-то корректировать, так дальше дело не пойдет. И это где-то своеобразное начало вашим начинаниям, переменам вас самих, мои дорогие девы. Ведь на последующий период, что очень важно для девы, это изменить именно внутреннюю какую-то свою составляющую взгляда на жизнь, потому что жизнь не бывает полностью предсказуема. И может быть удобен более какой-то порядок или какая-то организация в вашей жизни. Она была до этого периода, а здесь начинает что-то меняться. Много и других планетарных транзитов нам придется организовывать свою жизнь как-то по-новому. Это касается всех знаков зодиака. Отчасти, чтобы себе не навредить. А другая сторона вопроса для того, чтобы реализовать какой-то свой собственный проект. Будет еще очень много перемен в нашей жизни. Это имеется в виду события. И, наверное, где бы вы сейчас ни находились, каждый со мной согласится, на самом деле много обстоятельств, которые хотим мы или нет, но они влияют на нас. И мы можем не верить ни в один гороскоп, но существует что-то, какие-то высшие на самом деле силы, которым тоже все равно. Верим мы в них или не верим, они воздействуют на нас и заставляют нас меняться. Давайте узнаем. У нас сегодня 3 колоды, и мы зададим по 3 вопроса к каждой колоде и достанем по 3 карты. Первый триплет и первый наш вопрос с картой. Что завершится для вас в 2025 году или от чего вы откажетесь сами? Может быть, это то, что вы уже сумеете создать или в чем-то поставить точку, сыграть последний аккорд, мои дорогие девы. Давайте узнаем, что же завершится. Первая карта. А что нового войдет в вашу жизнь? Вторая карта. Важное событие или чем вам запомнится 2025 год. Мы смотрим энергии, и, может быть, нам карты именно про энергии, имеется в виду какая-то сфера жизни, нам может быть продемонстрирована, чем вам придется заниматься больше, уделять внимание как раз чему-то одному. Или все ваши планы, которые вы себе будете строить и потом реализовывать, они все равно будут к чему-то, как к базису какому-то сводиться. Второй триплет карт. И первую карту мы достаем неожиданности в 2025 году. Как это видят карты Таро. Что вас будет радовать, мои дорогие девы?
и что вам будет помогать. Третья колода. Первую карту мы достанем, что может помешать. Такой вопрос мы должны задать. Откуда будут помехи? Может быть, извне, может быть, мы и сами чего-то не видим, не замечаем. Событие, которое изменит вашу жизнь. И событие, которое заставит измениться вас. Давайте тоже узнаем. Будем смотреть, что же завершится. Мои дорогие, для кого-то можно завершить одиночество окончательно. И карта отшельника, старший аркан. Это может еще говорить, что какая-то изоляция для вас завершится. Отшельник, безусловно, это мудрец, философ. Он всегда идет своим путем, как он считает нужным, и то, что он хочет создать. Или какой-то он имеет свой план. Назовите это какая-то высшая идея, или, может быть, ваша духовность, ваши взгляды на жизнь, они тоже будут меняться. Для кого-то из вас все же это сильная позиция, мы говорим, потому что никто не мешает. По отшельнику он себя бережет именно тем, что он не хочет создавать для себя какого-то большого социума. Он немножко сам по себе. И может быть какой-то предыдущий период, мои дорогие девы, который для вас сложился отнюдь не в 24 году, а может быть годами, вот именно годами прежде, когда вас судьба научила быть, ну, как бы стоять за самого себя. И вы избрали добровольно такую позицию одиночки, мои дорогие. У кого-то это проиграется. Я имею в виду, это не то одиночество, когда вы можете страдать. Одиночество ведь бывает даже когда мы в паре. Но если партнер не разделяет наши взгляды, мы еще более остро чувствуем, что я как один или одна сам по себе. Вот это достаточно тяжело, и здесь неизбежно, наверное, мы выходим из какого-то круга ограничений. Какой-то период вот это нацеленность на самого себя, и где-то, когда вы, ну, предпочитали вести такой более обособленный образ жизни, он будет подвергнут трансформации. Мы как заново знакомимся с миром. Что же нового войдет в вашу жизнь? Давайте узнаем. Королева жезлов. Очень продуманная позиция, кстати, тоже позиция сильная. И по королеве жезлов есть такое значение в карте. Меня жизнь ставила много раз на колени, но я каждый раз поднимался или поднималась. Неважно, кто меня смотрит. По полу мы карту не рассматриваем, мы смотрим энергетику. Вот такая позиция сделала очень сильной королеву жезлов, потому что она никому не говорит о своих планах. Она научилась молчать. И это где-то молчание дважды, может быть и трижды, играет ей на руку, потому что она не предвосхищает события. Королева жезлов умеет обращаться с деньгами. Ей как раз в деньгах везет. И поэтому где-то для вас что нового войдет в вашу жизнь. Более удачными будут решения по части финансовых вопросов, по части, безусловно, вашей карьеры, в целом заработков и каких-то ваших планов, потому что обдумывает королева жезлов, прежде чем что-то осуществить, анализирует и, самое главное, собирает информацию. Это очень привлекательный персонаж идет у нас по королеве жезлов, и карта нам говорит, что ваш социум действительно будет расширяться к вашей персоне, мои дорогие девы. Отчасти будет приковано внимание. Обладает королева жезлов магнетизмом, она притягивает, вот как я сказала, людей, и поэтому люди будут к вам тянуться. Может быть, вам это не понравится, но где-то переход должен быть осуществлен от отшельника вот к совершенно другим энергиям. Это дает преимущество в чем? Вы больше знаете информации, вы лучше ориентируетесь в какой-то обстановке, и в итоге вот переложить эту информацию на свои планы, и значит это, ну, 50% успеха, потому что вы, как говорят, кто владеет информацией, тот владеет миром. Дважды, трижды сильная позиция. И где-то не только по финансам, но это возможность видеть, что обстоит на самом деле. Соотносить с тем, что вы хотите создать, осуществить, и ваши возможности. Здесь не готова королева жезлов рисковать. Поэтому отчасти
похожа карта по своему направлению на карту отшельника. Но это уже общение, это где-то открытость миру, такая осторожная, чтобы себе не навредить. Но больше огня, больше драйва, больше возможностей, мои дорогие девы. Важное событие или чем вам запомнится 2025 год? Праздник после победы, очень люблю эту карту, потому что, первое, наверное, 4 жезла, как 4 столпа. Это как фундамент. И праздник после победы может означать в любой из сфер жизни. Но все же мы с вами с отшельника начали, и здесь нам показана семья. Не в каждой колоде Таро именно 4 жезлов подразумевает семью. Правда, личная жизнь, мои дорогие, для вас это очень важно. Взаимопонимание. Ласка, нежность, тепло, комфортный, уютный дом. Вот это все то, что вы можете создать и где-то не суетиться. Многие планы будут реализованы. Что, если мы говорим, чем запомнится вам 2025 год, по каким-то ключевым моментам или по ключевым сферам жизни вы одержите победу. Вы останетесь собой довольны. Вот, пожалуй, очень важный момент за 2025 год. Да, вот весь триплет верхний как раз и говорит, что да, может быть, заканчивается какой-то период, когда вы, пусть вы даже, мы вот сейчас не рассматриваем личную жизнь, а это ваше состояние души, когда вы в более каком-то закрыто обособленном состоянии находитесь, и вы выходите из этой зоны ограничений. Вы знакомитесь заново с миром. Вот так вот аккуратно, чтобы себе не навредить. И ваши продуманные действия будут настолько четкие, где-то пунктуальны, что у вас получится осуществить любое начинание. Должна сказать, что начало очень даже такое оптимистичное. Давайте пойдем дальше. Неожиданности, с которыми вы можете столкнуться. Король монет, где-то, можно сказать, это ваша карта. По этой карте нет неожиданности. Это карта надежности, карта уверенности, карта, когда мы просчитываем что-то наверняка. Безусловно, король монет – это великий консерватор. И здесь, где-то как палка о двух концах. Консерватизм, он нам помогает. И мы можем радоваться, когда в сложные минуты жизни нам действительно какая-то продуманность и попросту расчет нам действительно помогают не уйти в какой-то минус, если мы говорим про финансы, но с другой стороны консерватизм, и если мы переложим на вдохновение, на, вот мы говорили, выйти из зоны ограничений, то есть открыться чему-то новому для себя, рассмотреть самого себя в каких-то других позициях в мире. Или то, что вы хотите осуществить. Может быть, у вас какое-то есть сумасшедшее желание, которое вы, так отодвигаете. И самому себе говорите, нет, этого не может быть. Или это не в моих принципах. Вот это вот принципы эти сломать для самого себя будет достаточно сложно. Вот в данном случае этот консерватизм, он не помогает вдохновиться каким-то проектом, вдохновиться просто самой мыслью, что я должен или должна быть счастливой. И тогда какие-то внутренние метаморфозы в вас будут происходить. Поэтому, мои дорогие, если вам спросили про неожиданности, вы какие-то внешние события можете просчитать. Вы очень четко видите, что происходит вокруг вас, где вы большие реалисты. Но открыть свою душу для этих перемен где-то может быть для вас чревато с неожиданностями. И если раньше по отшельнику его невозможно зацепить чем-то, потому что мы сказали, он сам по себе, то здесь немножко другие энергии. И если неожиданности, это ваши как открытие, или я сказала, знакомство с миром, новая организация жизни. И здесь для вас будут многие моменты, пусть это даже мелочи какие-то. Какие мелочи? Может быть и бытовые, когда мы по-новому организуем самих себя. Но мы еще не привыкли к этим энергиям. И где-то через то, что вы хотите создать или осуществить какой-то план, будут к вам приходить неожиданности. В целом сильная позиция, но, видимо,
как это могут быть ваши действия, которых вы от самого себя не ожидали. Или это, например, может быть смена взглядов, смена интересов, приоритетов или смена для кого-то по личной жизни. Иногда король монет говорит именно о наших близких, у кого-то смена партнера, но сама по себе парадигма жизни меняется. И в связи с этим могут быть какие-то, такие неожиданности, когда вы самих себя, повторяюсь, узнаете заново. Что вас будет радовать? Вроде бы странная карта, рыцарь мечей, что вас будет радовать. По этой карте мы хотим знать правду. Поэтому какую-то правду вы точно узнаете. И если она к нам приходит, не самым таким приятным образом, потому что мы можем столкнуться, когда выпадает эта карта, с людьми со сложным характером. И если прежде вы бы, может быть, предпочли, дистанцироваться от человека или, условно говоря, закрыться, то здесь вы придете к выводу, что нет, нужно рассматривать даже сложных людей, слушать, что они говорят, где-то примерять на себя их идеи. Вот так или иначе вас будет радовать то, что совершенно новый взгляд на жизнь. Какую-то реальность или какую-то истину вы адаптируете тоже на пользу самому себе. Для кого-то из вас это будет сильная позиция, которая вас будет радовать. Мои дорогие девы, вам будет легко договариваться с людьми, у которых дурной, вот как я сказала, характер. Или те, которые, знаете, есть такие люди, с которыми вообще очень сложно взаимодействовать. Почему? Потому что то у них мнение меняется, или они сами по себе очень сложны в общении. Вот это будет ваша сильная сторона. И, может быть, никто, кроме вас, чем бы вы ни занимались, или какой бы деятельностью вы тоже, в каком направлении бы вы ни работали, мы всегда сталкиваемся с подобными людьми. И это будет как ваш конек, ваша сильная позиция, которая вам принесет определенные бонусы. Вот все то, что для других будет сложно, для вас будет очевидно. Что вам будет помогать? У нас все равно карты к благополучию, к личной жизни, к любви, к нежности, к ласке, к искренности. Теплый уютный дом. Вверху у нас карта «Праздник после победы». И я сказала про семью. И здесь 10 кубков. Взаимопонимание. Само по себе благополучие. И когда нет каких-то вопросов, которые вы бы не могли осуществить. И поэтому, если мы спрашиваем 10 кубков, что же вам помогает? Вам помогает спокойствие, мир, благополучие, удача, безусловно, идет по этой карте. Наверное, высшие силы, мои дорогие девы, они все-таки хотят, чтобы вы были счастливы. И у вас вот этот трансформационный период, он ведь где-то продолжится. Но, видимо, самый сложный какой-то период вами уже пройден. И в 2025 году вы будете отстраивать как-то по-новому свое счастье, свое благополучие. И основная задача, как мы сказали, выйти из этого отшельника, взаимодействия с миром. Но для вас это откроет совершенно другие перспективы. Для вас это открывает счастье и победы в самых разных областях жизни, мои дорогие. Давайте мы посмотрим, что же вам может помешать. Сила. У вас сильная позиция. Но по этой карте всегда ведь хочется настоять на своем. Тем более какой-то сложный период жизни вас закалил. И есть в этом опасность, когда, да, вы привыкли надеяться сами на себя. Или как-то все равно вот получить желаемое. Или достичь той планки, которую вы себе ставите, и у вас это получается. Но не переусердствовать. Это великий манипулятор у нас идет по карте сила. И, безусловно, конечно, иметь сильную позицию – это великое благо. Но, к примеру, если мы говорим взаимодействие с людьми, наверное, где-то такие откровенные манипуляции, они не будут вам помогать. Тут скорее это будет как препона, это будет существенной помехой. Когда мы пытаемся настоять на своем любыми методами, это тоже не будет помогать, это будет скорее мешать. Внешний мир каким-то образом согласовать с тем, что для вас важно. Вот это будет тогда помогать. Но не менять себя где-то резко, кардинально, а просто понимать то, что
Этот этап в 2025 году нужно свою силу, ну, как-то разумно, красиво, элегантно, мои дорогие, употребить во благо самой себе или самому себе. Явных помех нет. Событие, которое изменит вашу жизнь. Девятка пентаклей, карта самодостаточности, карта вот самодостаточности в квадрате, карта финансовой прибыли, когда мы с собой остаемся довольны, и когда у нас вообще где-то с одной стороны и подсчитано все, когда мы можем больше реализовать своих планов, когда исполняются наши желания, мои дорогие. По этой карте событие, которое изменит вашу жизнь, если мы спросили, это, знаете, как фундамент какой-то вы построите, причем может быть совершенно новый фундамент на последующие годы. Ваши начинания, которые продолжатся лет на 10-20, как по Плутону. Вы действительно, кто-то из вас может начать свое личное дело или свой бизнес, может быть, хобби, монетизировать. Все то, что сопряжено с деньгами, к примеру, это может быть связано с тем, что вы измените свое местоположение или сумеете приобрести квартиру, дом, улучшить свои жилищные условия. Так или иначе, любой вопрос, который сводится к финансам и к благополучию, изобилию, процветанию, с учетом еще тем более карты десятка кубков, у вас получается. Событие – это твердая уверенность в том, что я буду процветать, и любой ваш план, он осуществим. У вас очень много знаковых карт, мои дорогие девы. Давайте узнаем последнюю карту события, которое заставляет измениться вас. Вот от этой карты бабочки в животе, как я говорю. Посмотрите, рыцарь чаш. Это встреча с человеком или какая-то радость. По этой карте, даже если вы находитесь в паре, и вот у вас семья, у вас взаимопонимание с партнером, значит, возможность узнать партнера, условно, открыть его для себя заново. Или как-то ваш союз, может быть, это общие планы, которые вы будете строить. Для кого-то, может быть, с учетом всех карт, когда вы откроете или начнете семейный бизнес, может быть так. А если он уже существует, значит, он будет продолжен. Возможность больше узнать друг друга, как будто с другой стороны. Может быть, вы до этого времени, ваша семья, она стабильная, но вы где-то, мои дорогие девы, превратились в мужа и жену, в маму и папу, дедушку и бабушку. А здесь нет, здесь нам про любовь, про чувства, про нежность, про ласку. Ну и, конечно, для людей, которые один или одна. Это выход из одиночества и возможность познакомиться. По этой карте, когда мы, знаете, есть еще такой положительный момент, событие, которое заставляет, если мы спросили вас, измениться. Нам ведь говорят про радость, про эмпатию, про комплименты, про какой-то конфетно-букетный период. Но по этой карте мы не забегаем далеко. Мы не пытаемся на начальном этапе, если мы с кем-то познакомились, строить сразу грандиозные планы или требовать каких-то обязательств. Мы просто впускаем в свою жизнь вот это самое вдохновение, радость. Учимся радоваться моменту по этой карте, и это меняет вас. Может быть, это меняет где-то мировоззрение, это где-то и заставляет вас выйти вот из этого замкнутого пространства. Желание драйва, желание нравиться, желание общения, желание расширить горизонты своих возможностей. Фундаментальные на самом деле перемены, и все начинается с того, что мы выходим из какой-то зоны ограничений, из отшельника. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы, подумайте, как вы можете применить наш расклад к своей собственной жизни. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.